дорогие подписчики, на данный момент хочу вам представить еще один iPhone 6. Принесли к нам его с проблемой, что у него нету сети, то есть телефон не ловит сеть, не регистрируется в сети. Ну, это, как мы знаем, типичная проблема у iPhone 6, это обрыв дорожек под модемом, то есть под процессором модемной части. Первая диагностика: мы заходим в меню телефона, набираем код звездочка решетка 06 решетка, и у нас должен высветиться email в этой части. Если мы не наблюдаем, скорее всего, это рыв дорожек модема. Конечно же, за визуализацию email еще отвечает пару микросхем, но скорее всего это у нас модем по типичности. Плюс ко всему мы заходим в меню. В меню мы видим, что у нас не отражается строка оператора. Ну, тогда давайте будем разбирать, смотреть дальше, будем смотреть, что у него поломано, будем диагностировать. Первую диагностику мы провели. То есть я подозреваю, что здесь все-таки обрыв под модемом. Телефон. Я его предварительно снимал на дисплей. Мы начинаем разбирать телефон. Для разборки я использую вот такие коробочки, где каждый болтик лежит в своей секции. Я разбиваю это на группы, чтобы было потом не путаться, не дай бог, чтобы не путали болты, потому что очень часто обращаются неквалифицированного после неквалифицированного ремонта или же самостоятельно. Здесь у нас идет щиток металлический, вот он. Люди путают болты, и вследствие чего прокручиваются болты, прорезают дорожки в плате, и появляются неприятности у людей. Некоторые восстанавливаются, некоторые приходится выбрасывать. При открытии мы видим, что у нас с телефоном. Телефон имеет вздутую батарейку, но нас это не касается, потому что на это тоже надо обратить внимание. И мы видим, что защитный экран, где находится сам модем, его пытались снять. Давайте открутим, посмотрим, что у нас. Отстегиваем все шлейфа. В первую очередь отстегиваем шлейф батарейки. Я стараюсь не использовать ни пинцетов, ни лопаточек, ни подручней ногтями, руками. Я так привык, я чувствую, что я делаю. Но у каждого своя методика, кому как удобно. Не забываем извлечь сим-лоток в первую очередь, потому что если мы не извлечем сим-лоток, забудем, будем тянуть, мы поломаем, оторвем борт. Ну и в дальнейшем вот по кругу снимаем. Вот я делю по группам: верхняя, средняя и нижняя часть. Складываю болты, чтобы они не путались, не разлетались, и было всем проще. Если у меня нет времени, то у меня есть помощник, который мне помогает. Проходит у нас стажировка и обучение, чтобы ему было легко, и он не запутался, не наделал бед. Я и для него, и для себя вот раскладываю по коробочкам, чтобы не возникало вопрос, откуда какой болтик. Многие используют магнитную карту, я считаю это лишним, потому что хороший мастер знает наизусть, где болты стоят. И магнитная карта еще и место занимает много. У меня, к сожалению, нету столько роскоши, для свободного места в мастерской. Антенночку. Видно, телефон эксплуатировался в очень жестких условиях, полной пыли, грязи. И сейчас мы его разберем, соответственно, обязательно его почистим, смахнем щеточкой видимую грязь. Все, мы отстегнули все шлейфа, камеру отстегнули, болт у нас вытащил, карта держателя извлеклен. Все, извлекаем карточку. И что тут мы видим? Что мы видим? Так, это мы можем убрать, нам пока не надо. Мы видим, что здесь у нас в этой части находится радиоблок телефона, который отвечает за все основные микросхемы, большая часть за прием сигнала. Здесь, в принципе, видно, что не вскрывалось вроде бы и не делалось. Здесь мы видим немножко изменилось цвет, пытались снять. Я думаю, что у них не получилось, потому что в снятии вот этой части есть небольшой нюанс. Тут нужна большая температура, потому что тугоплавкое олово, очень тугоплавко, не всем получается его снять. Есть варвары, которые выкусывают, но вследствие этого потом у них проблемы с порванными микродорожками. Лучше это все выпаять по технологии. Ну давайте приступим к выпайке и посмотрим дальше, что у нас. В принципе, все готово. Приступаем к выпайке защитного кожуха.
И вот мы его успешно выпаяли. Что мы тут наблюдаем? Видим, что в принципе до нас никто ничего не делал, они только попытались, прогрели, но не решились дальше что делать, слава богу, потому что обычно, когда так греет, не знаю, что делать, приходится выбрасывать телефон после таких мастеров. Что, сейчас мы подождем, чтобы она немножко остыла, и уже в дальнейшем мы будем снимать. Вот он сам непосредственно наш виновник торжества, называемый модемный процессор, вот он есть. Я думаю, что в нем проблема. Сейчас мы его будем выпаивать, мы его выпаем, и, соответственно, уже дальше будем устанавливать дорожки, которые, я предполагаю, что не поломаны. Берем фюз и аккуратненько выпаиваем. Берем аккуратненько, чтобы ничего не зацепить. Все, мы сняли модем. Вот он наш красивый. Сейчас мы будем его перекатывать, зачищать площадку. И дальше, как дальше будет видно, будем восстанавливать дорожки. Ну, мы сняли модем, зачистили. Вследствие, как я и говорил, подразумевал, вот и наши вырванные контакты. Вот видите, они вот здесь отсутствуют, один, второй. Сейчас мы проведем работу, восстановим контакт с этого пятака, проведем сюда перемычку, соответственно, уже и сюда. И после этого будет установлена на место микросхема, после чего, в принципе, должна появиться сеть и должно все работать. Сейчас будем восстанавливать контакты. Впоследствии я вам покажу это видео. Вот мы успешно восстановили дорожки. Вот одна дорожка, вот другая. И вот третья. Вот были вырваны эти три пятака. Вот мы поставили вместо этого, провели новые дорожки, воспользовавшись тонким проводом с коаксиального кабеля того же iPhone 6 с разборкой. У нас есть. Вот мы провели один сюда, у нас видно, вот еще раз. Вот с этих пятачков у нас здесь было все вырвано. Раз контакт и два контакта. Сейчас мы будем усаживать модем на место, и будет видно, что у нас получилось и не получилось. Ну вот мы установили baseband, установили контакты. Все. Сейчас осталось собрать телефон и посмотреть, что у нас из этого получилось. Ну давайте посмотрим. Собирать болты мы его не будем, потому что надо сейчас нам продиагностировать, получилось у нас, не получилось. Мы просто собираем, подключаем все флеты, подключаем антенну, камеру, кнопку включения, звука, подключаем дисплей. Вставляем карточку. Ну, и момент есть, как говорится. Телефон включается на наше счастье. Сейчас посмотрим. Получилось у нас отремонтировать, не получилось. У этого есть такое дело. Все, включение. Вот, пожалуйста. Что я требую доказать? Оператор 1.1.6.8.5.0. Соответственно. Окей. Соответственно, проверяем на
красная звездочка, решетка 06, решетка, и мы отрабатываем. То бишь, что мы с вами говорили в начале нашего сюжета, характерную поломку, обрыв дорожек, мы убедились на деле. То есть мы восстановили успешно, слава богу, у нас все работает. Давайте попробуем позвонить. Вот, у нас значок 3G появился. Вот, идет дозвонок оператора. Был дозвон к оператору, все работает, значит, аппарат собираем и выдаем клиенту. Сейчас мы просто его не собирали, у нас все висит на шлейфах. Ну, мы его соберем и выдадим клиенту, обрадуем человека. Все, на этом наш репортаж закончен. Всем приятных просмотров, до новых встреч.